Здравствуйте, дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2026 года. Как меняется ваша реальность и с чем или с кем это будет связано. Давайте узнаем, что же совсем скоро, а может быть прямо сейчас, в ноябре, случится или произойдет, и что будет продолжаться, что скоро изменится в вашей жизни, ну и какие подсказки нам дадут карты. Возможно, информация какая-то придет, откроется, или неожиданные возможности придут к вам, или нужная информация, что вам нужно услышать и важно знать словом, куда вас заведет судьба. Давайте узнаем. Это период ретро-урана в Тельце. И что символично, именно с 8 на 9, вот в эти даты, у нас происходит переход Урана из Близнецов в Телец, но это все в ретро-движении, Уран в ретро-движении. И отдаленно это может напоминать ту ситуацию, которая сложилась для вас где-то год назад. Может быть, с теми же людьми, а может быть, это не люди, а что-то подобное. У кого-то это будет касаться, возможно, вашей работы, финансов или ваших планов. Пора взаимодействовать как-то, ну, несколько иначе, потому что ситуация может напоминать, или много ситуаций, ваши где-то задумки, мечты, тот период, который был год тому назад. И кульминация это была ноябрь-декабрь 2024 и январь 2025. У кого с чем было связано? Ну, пусть это где-то видоизменено, но отчасти вот такое дежавю всегда ретро. И прежде-то вот год назад ведь тоже был ретро-уран в обратном движении, когда, да, уран находился. Он тоже был в знаке зодиака Телец. Может быть, почти за год мы что-то не смогли отстроить, мы на что-то не смогли решиться. Или, ну, как-то мы по-особому или по-своему видели решение того или иного вопроса, но сейчас нам пространство дает возможность что-то видоизменить. И, возможно, вам придется принимать окончательные важные решения, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И для вашего знака зодиака планетарные транзиты складываются очень благополучно. Вообще на долгий период начинается время возможностей, но мы не можем словно топтаться на месте, понимаете? Мы не сможем себе, ну, мы можем, конечно, но это нам явно не будет помогать, если мы устроим какой-нибудь сеанс самокопания, там, да, или подумаем, что ну-ка, да, я тут отсижусь, отойду от этой проблемы, и глядишь там, авось, что-то решится само. Ну, вот тут и решить, и решиться. И не прятать, не зарывать эту проблему поглубже, но и самому как будто не уходить от решения вопроса, то есть не прятаться. Давайте первая карта, что вы вычеркнули из жизни, а вот оно как раз вернется с этим ретро-движением. Это всегда какое-то дежавю, то, что нам хорошо было знакомо. В чем вы поставили точку, а вышла не точка, запятая, а то еще и длительное продолжение следует. И что прояснится, какая правда откроется, куда вас заведет судьба. Или вот та карта, которая об энергиях, которые будут превалировать, господствовать в этот период времени, до конца января. Следующий знак судьбы, второй. Что вам хотят передать высшие силы? Что вам нужно учитывать или важно услышать? И какие возможности перед вами открываются? Это третий знак судьбы. Итак, что ж вы там вычеркнули? Может быть, кто-то из вас уходил от той обстановки, которая вызывала буквально распри, хочется сказать, или какую-то путаницу, или вам было сложно договориться с каким-то человеком. А может быть, это группа людей, которые вас все время, а вы люди добрые, вы люди отзывчивые, вас пытались все время, ну, как бы приобщить к какому-то делу или к какому-то труду. Жезл это могло казаться работой. А может, это даже не работа, может быть, это и вопросы личной жизни. Но тут в основном люди на нас где-то давят не без этого, потому что они видят в нас свой интерес. Конечно, именно в этой колоде Чиро Маркетти прорисовала. У нас, кстати, сегодня колода Таро снов. Сон– это параллельно с интуицией. А интуиция, как известно, тандем. Это интеллект и прежний опыт.
Поэтому какую-то правильную стратегию, траекторию из интеллекта и опыта уже, куда нам не надо еще раз попасть, да, если мы говорим еще какие-то грабли найти. Ну вот где-то про грабли семерка жезлов, потому что, может быть, вы на что-то согласились, чтобы, ну вот какой-то мир, гармония вокруг царила, может быть, сложные люди были, и не хотелось слушать, что он там говорит или она, не хотелось там участвовать вот в какой-то, знаете, как перетягивание каната, а вы не видели в этом ни толку, ни смысла, ни продолжения. Поэтому вы отступили, может быть, полшага назад. Но вот, видимо, не все точки над «и» расставлены, и вот что-то вам подобное может вернуться. Но, тем не менее, Чаромаркете воина нашего, он как будто с закрытыми глазами. И ему, может быть, это кажется, что много каких-то сил, которые настроены против. Поэтому, мои дорогие, вам это уже больше нам говорят планетарный транзит. Это время, когда, знаете, что-то может стимулировать как ваше воображение или вам возобновлять, возвращать вас к какой-то мечте. И вам приходится искать нестандартный выход из ситуаций, которые вам знакомы. Или какие-то проблемы вам уже привычны. И мне хочется достать еще одну карту. Это о чем? Что же там вернется? Еще раз не сглупить, это точно. Вам придется быть гибче. А я бы даже больше сказала. Обратите внимание, вот как раз про Уран. И в левом верхнем углу знак Урана, мои дорогие. И, скорее всего, вот как мечта, кстати, да, нам показана бабочка, как будто котенок играет с бабочкой, а сам шут балансирует вот на этом шаре. Баланс. Балансировать придется, нам уже сразу говорят. А если о Уране, то Уран ведь он ломает какие-то стереотипы, он ломает какой-то прежний уклад. Да, будет отстроен новое что-то, да, новый порядок, но ведь часто в данный период времени мы этого порядка пока не видим. Так работает Уран, он вносит перемены в нашу жизнь, ну, такой очень своеобразный способ, потому что он сначала словно, ну, сносит все, устраивает какие-то руины, а потом нам из этих руин надо что-то новое, волшебное отстроить. Я должна сказать, что сил у вас на это хватит. Так вот, забегая немного вперед, буква иврита алеф, бык, это как будто сил хватит. Но куда вы эти силы приложите? Наверное, тут все неоднозначно все-таки, и не во все вопросы явно следует включаться. Может быть, настала пора, ну, сказать кому-то красивое «нет». Или самому поменять как взгляды, траекторию движения, или как вы будете что-то планировать и действовать на будущее. И у нашего шута как будто нет плоти, обратите внимание. Точнее, она есть. Мы это можем судить по очертанию костюма. Но лица нет. Есть маска. И из-под маски на нас смотрят глаза. И мы спросили, что вычеркнули, а оно вернется. Тут и люди могут надевать маски. Но и вам, мои дорогие рыбы, это делать как будто необходимо. Иначе мы можем сглупить. Ну, как-то так. Все-таки всегда аркан Шута предусматривает, что мы какие-то очень осторожные действия. И осторожность, она не в том, что мы, как я говорила, да, не можем решиться на что-то. А тут, видимо, какой-то путь, когда именно от ваших внутренних решений нужно и точку вроде бы в чем-то ставить, или какой-то новый подход к решению проблемы вам искать. Ну и себя-то сохранять тоже. А еще я бы сказала, новый жизненный этап, самое главное. Так что же вернется? Вы знаете, тут какая-то мечта у вас осуществляется. Но она требует вашего внимания, и вас наделила природа волшебной интуицией. Слушайте подсказки собственной души. Поверьте, на протяжении, как и до конца 2025 года, я уже молчу на 26-й, там у нас год огненной лошади. Это, знаете, нам скучать будет некогда, поверьте, потому что это быстрые какие-то метаморфозы, это быстрая какая-то перестройка, это иногда может быть вихрь информационный, когда за один день там будет меняться в разных направлениях и совершенно неожиданно что-то. Но вот ваша-то интуиция, она вам дает правильное видение того, что следует продолжать, понимаете?
не закрываться, не уходить, а именно для себя выстраивать самую удачную траекторию. И пусть даже это что-то, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что происходит вокруг нас, или с кем, с чем вы взаимодействуете, но это все как-то вот все равно в видоизмененном виде у вас должно быть. Получается, масло масляное, сказала, но не так, как прежде, все же нулевой аркан. Тут как с чистого листа. И пусть это что-то хорошо вам знакомое, но и пусть где-то вы это не сможете проанализировать. Вот если мы рассматриваем все 3 карты, да плюс еще планетарные транзиты, тут что-то не будет поддаваться логическому анализу, смыслу, а вот интуиция вам будет давать правильные подсказки. Но себя беречь как будто совершенно необходимо. Давайте откроем вторую карту. В чем вы поставили точку? Ну, был какой-то выбор. Вы в нем, может быть, не столько точку поставили, а как вот так и остались между, да, вот этими двумя мечами. И вот теперь нам возвращает какую-то ситуацию жизнь и говорит, нет, для тебя какое-то должно быть одно направление. С чем это связано? А это с будущим связано. Ну вот, наверное, вся какая-то темнота, холод и неопределенности, мои дорогие. Когда жизнь идет с правильной ноги, когда вы сами четко понимаете, к чему вы стремитесь, вот, наверное, очень много, у каждого по-своему, каких-то даже мелких тем, которых вам нужно определиться. Какая-то путаница у вас должна закончиться. Паш Мечей ведь тоже говорит где-то о том, что мы что-то предприняли, а потом поняли, что не, пошли не туда. Или надо было как-то не так. Вот эта путаница сама по себе идет по семерке жезлов. Всегда говорю, семерка – это где-то путаница, сложный выбор. И вот теперь-то это должно как будто определиться с прошлым. Любая тройка, а особенно тройка жезлов – это карта будущего, карта возможностей. И человек, который у нас изображен на карте, это он думает. Это не значит, что мы знаете, что-то поставили на паузу и сели ждать. Нет, человек анализирует, что он возьмет с собой в будущее из прошлого. Может быть, это у вас такие вопросы, когда вы анализируете, что следует продолжать, а что следует завершать. Так а что же прояснится? Какая-то новая конфигурация по части семьи, по части вашего денежного довольствия, благополучия. Это то, что вы хотите осуществить, то, что вы хотите иметь. Но, видимо, не случайно Марс. Это вот те мысли, они должны быть как-то в красивые действия переведены. И как раз ваш знак рыбы. У кого-то переезд, перемещение и новые формы заработков, новые формы сотрудничества, построение семьи, построение отношений. Для тех из вас, мои дорогие, кто человек уже семейный, но, значит, это может быть как и ваши какие-то достижения, или пусть не достижения, но, к примеру, даже на работе у вас меняется, график работы меняется. Это каким-то образом может влиять на дела семейные, на дела домашние. Или происходит что-то в жизни вашего партнера, и это вторично будет оказывать влияние на вас, на вашу пару, на вашу семью. Здесь есть общие задачи, а самое главное, что-то прояснится, может быть, и правда какая-то откроется по части вашего одного из родственников. Может быть, это то, что, опять же, кто-то из родственников или как информацию вам какую-то преподнесет. И это для вас будет очень важно. И каким-то образом будет иметь продолжение. Но вообще в целом благополучие, такое, знаете, изобилие, процветание все-таки десятка кубков. И причем для вас, мои дорогие, конкретно рыбы. Но это все не так, как прежде вы предполагали. Да, придется быть и мудрее, и хитрее, и осторожнее, потому что это как хаос пока перед началом творения. Знаки судьбы, куда вас заведет судьба, а правда выбор. Вот я только что об этом говорила. Как две двери, двое врат, куда вы выберете пойти. Решать только вам самим. Какие-то ступени еще предстоит нам пройти, и, видимо, в действие переложить то, что существует в вашей ментальности. Но здесь есть и еще и ситуация, когда направо-налево мы не пойдем, и чувствуйте, слушайте свою интуицию, что должно быть продолжено, а чему мы, может быть, уже и скажем прощай.
Карта Луна. Слушайте интуицию, мои дорогие, опять знак Рыб у нас с вами выпадает. И в то же время то, что мы можем, ну, как могли лицезреть, это то, что события прошлого. Ков, затылок, буква иврита говорит. Но то, что впереди, ты пока еще не знаешь. Но на том, что было в прошлом, ты уже теперь не можешь ориентироваться. Тебе нужно все равно идти вперед. И в данном случае, вот как эта тропинка, лунная дорожка, да, изображенная на карте, тебе вот как будто между нужно пройти вперед. Не предопределена какая-то дорога, как широкое шоссе, мои дорогие, но интуиция тебе дает возможность как и пройти какой-то путь, так и правильно сделать выбор, мои дорогие. Ну вот как-то так. А что это такое? Куда это вас так ведет судьба? Какое-то сотрудничество точно должно быть продолжено. Сотрудничество, взаимоотношения, стабилизация какой-то, может быть, обстановки по тем сферам жизни, которые у каждого тут будут свои какие-то требования, да. Ну, может быть, это отчасти и финансовая тема, или ваши заработки, ваша активность, потому что дела, работа, бизнес проходят по жезлам. Монеты – это именно, ну, то, что приходит к нам через деньги, стабильность. Есть те темы, которые будете решать только вы, понимаете? А может быть, для кого-то из вас это выйти из одиночества, кстати, по аркану отшельника. Но я тут больше вижу, вы знаете, вам нужно с чем-то определяться. Может быть, и обстановка внешняя, у вас два старших аркана. Вам нужно себя беречь, это точно, мои дорогие. Вверху аркан дурак, да? А аркан Луна говорит, это ведь сама по себе тысяча неопределенностей. От вашего однозначного выбора будет зависеть вот дальнейшая траектория вашей судьбы. Есть как события внешние, которые проанализировать невозможно, как предопределить заранее тоже. Поэтому, может быть, искусство мелких шагов будет вам помогать. Вот отшельник, это здесь он нам изображен, как будто сидит, а вообще он идет, но просто он идет медленно. И когда необходимо, он вот как будто такую перезагрузку и делает. Если вы видите в чем-то неопределенность, вам максимально нужно прояснить и, может быть, поступить как-то альтернативно. Слушайте, опять же, свою интуицию и будьте прозорливы и внимательны, потому что карта Луна вам еще и говорит о том, что избегайте толпы. Вот куда заведет судьба. Все же, если вы оказываетесь именно в толпе, то вам как будто в другую сторону. Я, знаете, могу еще предположить и такой момент, что, как подсказка, да, если тут у нас знак Девы в карте отшельника, левый верхний угол, а правый верхний угол – это буква иврита, которая рука, йод. Может быть, это когда вы будете работать своими руками. Что я имею в виду? Это как будто самому нужно рассчитывать на себя, и будет не только какое-то мудрое решение, а когда вам и действовать придется буквально в одиночку. Вот, может быть, это вас так перенаправляет судьба сделать самому, ну, как переиграть что-то. И тут не только решение, а еще и действия. Вот интересно, а что вам хотят передать высшие силы? Но вот прежде были какие-то разочарования, и тройка мечей – это ведь всегда ситуация прошлого, опять же. Когда вы что-то, вам очень хорошо знакомое, но это пока вами не было завершено. И мы с этого с вами начинали. Может быть, вы с кем-то согласились, а потом ситуация продолжает все равно развиваться и вас приводит к какой-то кульминации. Но это на сегодняшний день любая тройка, карта будущего. Так вот, на сегодняшний день это уже здоровое равнодушие. Мы что-то не воспринимаем слишком личностно, слишком болезненно. И теперь у нас больше возможностей поставить в чем-то точку, правда? Может быть, точка как раз туда, куда и идти не надо. А может быть, это те отношения, которые продолжать не надо. Что это? А нет, тут какое-то важное решение. Я все-таки вижу, что правда, у кого-то из вас это было ожидание, просто ожидание, что вот как-то оно само разберется, не разберется. Какая-то затянувшаяся история, она уже заканчивается. И не случайно, посмотрите, в верхнем левом углу у нас выпадает карта повешенный, как раз Нептун.
Это ваша планета-управитель. И такая важная конфигурация Нептун. И, кстати, буква иврита, которая нам будет говорить как вода. Мы словно погрузились на какую-то глубину и там долгое время оставались. Конечно, вода будет символизировать и интуицию. Вот эта вода, как поток воды. И это как поток интуиции в потоке. Где-то подсказывает, если мы спросили, что хотят передать высшие силы, не иди как бы против судьбы, но решай те вопросы, которые у тебя будут возникать. Но вот интуиция, альтернативные решения, мои дорогие, они от вас потребуются. Нет тут четких, знаете, обозначенных линий. Или как вот это шоссе, где нам указатели поставили. А все зависит от того, как вы это чувствуете. Ну, именно через ощущения. И я тут вижу, да, видимо, дорога судьбы у вас идет как ваша какая-то миссия, может быть, даже, которая делит вашу жизнь на период до и после. И это не просто красивые слова, потому что по тузу жезлов жизнь наша делится на период до и после. И поэтому прежние методы, если мы пытаемся удержать, вернуть или взаимодействуем даже с людьми, как прежде, из этого ничего не получится. Либо мы еще застрянем. Вот, кстати, есть возможность застрять. Может быть, это когда мы на что-то не решаемся, а теперь нужно решиться. Да, правильно работать, вот конкретно. Карта дает совет. Что вам хотят передать высшие силы? Правильно работай с информацией, доверяй, но проверяй. Это первое. И второе. Правильно распоряжайся деньгами. И тут может быть у вас очень много интуитивных предчувствий или каких-то внутренних таких раскладов. Поэтому переносите их отчасти на бумагу. Пишите, может быть, как, знаете, лист на 2 колонки «за» и «против». Иногда бумага нам помогает даже самые простые вопросы решить. Может быть, это для кого-то из вас связано и с личной жизнью. Что нам еще хотят передать высшие силы? Ты не пойдешь сразу направо и налево. Я надеюсь, все правильно понимают, смерть – это не про смерть, это завершение, это трансформация. Ну и в принципе понятно, что тут какая-то трансформация. Пусть это в отношениях, пусть у кого-то это связано с переездами, поездками, а для кого-то из вас это может быть как необходимость куда-то отправиться. Но прежняя уже история жизни, она как будто завершается. Ну и Уран, я говорила, все ломает. Ну давайте, какие же возможности открываются? Но тут безграничные возможности. Изобилие, мои дорогие, процветание, стабилизация каких-то процессов – это ваша уверенность. Но, может быть, это такой путь не совсем простой. Вам действительно нужно и решить, и решиться. И не закопать какую-то проблему, не пустить что-то на авось, а правильно просчитать. И надеяться все-таки на самого себя. Ну, может быть, и на свои руки. Дело в том, что вы ресурсны. И у вас все получится в каком-то более правильном ключе. И даже если предстоят вам какие-то верные такие решения, вы сумеете принять в важных вопросах, чтобы эта жизнь с правильной ноги и пошла. Вот это как новая точка отсчета благополучию, изобилию, процветанию, семейному счастью. Я бы сказала, вот посмотрите, вот этот триплет, да, вот эта перезагрузка. Но пока мы до этого доходим, оно как-то не очень просто. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы. Ну, что выпало, то выпало. Может быть, мы бы хотели сказать, да все будет хорошо, и расслабиться. Но мы проживаем с вами в эпоху перемен. И поэтому предупрежден, я думаю, вооружен. Но есть к чему стремиться. Вам, как высшие силы, помогают. Благодарю за то, что вы смотрите мои видео, мои дорогие любимые рыбы, за вашу эмпатию, за вашу душевность и душевное тепло, которое вы мне передаете в ваших комментариях. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.